Друзья, всем привет! Сегодня такое небольшое будет видео, потому что оно грустное. Грустное оно потому, что сегодня последнее видео про орхидеи. Про орхидеи, у которых есть свой отдельный плейлист на нашем канале. Этот плейлист называется «Орхидеи с юга. Адаптация после теплового удара». И вот буквально некоторое время назад было несколько комментариев по поводу этих орхидей. Георгий, покажите, как там чувствуют себя орхидеи, ваши южные орхидеи, которые попали в тепловой удар и находились больше месяца в жару, без полива, в 40-градусную жару, практически под открытым небом. И когда мы приехали с вами за этими орхидеями, конечно, картина ждала меня не очень приятная. Висели тряпочки, прям в буквальном смысле слова тряпочки. В общем, повторяться я не буду, историю про эти орхидеи рассказывать и рассказывать подробно все, как это дело происходило. Скажу лишь только одно, что у нас есть плейлист, и в этом плейлисте с момента появления прошлым летом этих орхидей прошло 7 месяцев после того, как мы их купили, пересадили для того, чтобы поливать их как можно реже, оставили их в жару больше месяца без полива и без присмотра. Они успели получить тепловой удар, превратиться в уши спаниеля, вот так. Потом с юга их забрал, привез их сюда в Волгоград, в нашу орхидейную комнату волшебную. Начался процесс реанимации и адаптации, и возвращения к жизни этих орхидей. И, значит, потихонечку мы их восстановили. И более того, обе эти орхидеи мы и разыграли на нашем канале. Ну, теперь я их покажу. Как и обещал, эти орхидеи показать, когда они зацветут. Ну, одну я уже недавно показывал. Это орхидея ассоциация. Вот такая вот, похожая на орхидею Red Lip. Вот такая вот красотка. Она у нас первая отошла. Первая вернулась к жизни, и под номером 150 мы ее уже разыграли еще в прошлом году, эту орхидею. А вот вторая орхидея у нас немножечко подзатормозилась, но это та вторая орхидея, которая совсем у нас прям тряпочка-тряпочка была. Тряпочка-тряпочка. И вот она открыла свои первые цветочки. Кто хочет посмотреть на эти орхидеи, когда я их купил в магазине, а купил я их в Леруа Мерлен города Новороссийска, а нахожусь здесь, веду канал из города Волгограда. И вот такой путь 900 с лишним километров от города Волгограда до Новороссийска. И вот такой путь проделали эти две орхидеи. Вот, друзья, вторая орхидея. Вот такая вот красотка. Раскрыла первые бутончики. Вы просто посмотрите на нее. Ну, хотя ее можно было видеть в распаковке, когда мы ее в Леруа Мерлене купили, города Новороссийска, и распаковывал эту орхидею, делал обзор. Это было 5 июля прошлого года, и это самое первое видео в плейлисте. Я ссылку на плейлист оставлю в описании под этим видео. Это будет заключительное 14-е, по-моему, видео. 13 видео у нас про эти орхидеи, как мы их купили, как мы их обработали, как мы их пересадили, сделали все профилактические мероприятия в доме на юге, в нашем доме на юге, и оставили их, забыли их в летней кухне более чем на месяц. По-моему, на 1,5 месяца мы их оставили. Вот, и все. И я когда ехал за этими орхидеями, я думал, что увижу просто сухари, но увидел, скажем, тряпочки. И вот быстренько их собрал, привез их сюда. Мы с вами их здесь опять раскрывали, обрабатывали, возвращали их к жизни, стимулировали. И вот, друзья,
орхидеи вот в таком вот сегодня состоянии. Одна и вторая. Значит, после полученного стресса, после засушки, мы их не доставали из горшков, потому что, ну, было такое у меня решение, чтобы уж совсем их не подвергать стрессу. И правильно сделали. Те корни, с которыми мы сажали их изначально, частично в жару погибли, потому что они не поливались, не поились, они засохли, пересохли, ну, естественно, погибли. И вот оставили, мы обработали орхидею привикуром, всеми средствами, и орхидея нарастила за это время новую корневую систему. Конечно, это не говорит о том, что не надо вообще пересаживать эту орхидею. Теперь вот когда у нее есть уже свои корни, когда она закончит свое цветение, вот это первое, скажем, такое домашнее цветение, это я сейчас даю такое наставление тем, кто выиграл эти орхидеи, тем, кто выиграл, они знают номера, потому что одна ассоциация, вот эта орхидея под номером 150 у нас разыгрывалась, вот, а вот эта вот вторая рябушка, вот такая красивая, посмотрите, какая она обалденная, просто прям вот, ну, красотка-прекрасотка, нежнейшая, она у нас разыгрывалась под номером 172, вот он номер 172, тоже смотрите, она, когда забыли ее, те корни погибли, но за это время она нарастила новую корневую систему, новые корешки. Это все после теплового удара. Все вот эти корешки у нас наросли. Поэтому, друзья, в этом вот и важен момент, что я сейчас акцентирую это внимание и показываю эти орхидеи как итог, такой многосерийный итог этих орхидей после стрессов, покупки, пересадки, обработки, всех вот этих манипуляций, трагических событий для этих орхидей. И вот сегодняшнее заключение. Все видео собраны в этом плейлисте. Заходите, обязательно посмотрите. И у большинства новичков, друзья, отпадет масса вопросов, связанных с «а как быть?», «а что делать?», «а вот у меня вот это произошло». То есть вы в разы будете подкованней, если при тех ситуациях, которые могут возникнуть, как вот у нас. И вот от А до Я все мы с вами прошли от покупки, от ушатывания этих орхидей, вот, и вновь до восстановления этих орхидей, вот до сегодняшнего дня. Вот такое вот их состояние. Орхидеи южные, с юга, вот такие вот красотки. Вот, она одна прям вот нежная-принежная, да, прям вот она мне Red Lip напоминает первую мою орхидею, с которой началось мое увлечение. И было символично то, что именно такая орхидея первая появилась в доме на юге. Мы ее потрошили, и вот она у нас выжила. Я думаю, что в новом домике тем, кому повезло и кому она досталась, она будет чувствовать себя, думаю, не хуже. В общем, друзья, вот такое сегодня видео. Как обещал, я показываю наши две южные орхидеи, купленные 7 месяцев назад, забытые там в жару, потом реанимированные, выхоженные. И вот такие вот красотки. Вот такие вот красотки. Все, друзья, еще раз напоминаю, что у нас в ближайшую последнюю субботу уходящего месяца пройдет очередной розыгрыш орхидей на нашем канале. Мы там разыгрываем 1,5 десятка обалденных красоток. Все ссылки в описании под этим видео. Осталось несколько дней буквально, чтобы тех, кто еще не принял участие в розыгрыше, принял свое участие. И 25 февраля в 10 часов по московскому времени присоединяйтесь в прямой эфир. В прямом эфире будем разыгрывать орхидеи. И тех, кто будет непосредственно на прямом эфире,
у любого из участников прямого эфира, кто будет следить за прямым эфиром, будет возможность выиграть одну из 15 красоток, которые мы будем разыгрывать. Это у нас уже традиционно. Мы делаем это уже 3-й год подряд. И более 200 орхидей уже разыграли на нашем канале. И думаю, что еще не меньше разыграем. Все, друзья. Всем хорошего настроения. Всем добра, здоровья. И до встречи в следующем видео. Всем пока.